Так, всем привет. Новый торговый день. Будем мы начинать. $122 на балансе. Вчера на последней торговой сессии я там много нарушал, скажем так. Думал, возможно, сегодня сделать выходной, пропустить один день, отдохнуть. Но как проснулся, выспался, понял, что сейчас, по крайней мере, в моменте у меня нету никакого желания отбить, нету ни жадности, ни фома, ничего такого, поэтому решил все же сегодня торговать. Так, начинаем мы со 122. Стоп-лосс у меня на день $5. Это примерно до 117 максимум я могу упуститься. Take profit практически не ограничен на примерно $10. Так что 132 я в этом диапазоне уже буду заканчивать торговлю. Ну и если будем стоять на месте, то уже полноценно торгую полностью день. Стоп-лосс у меня стандартный стоп-лосс доллар. Take profit примерно такой же. У меня соотношение по статистике 1 к 1,5 примерно. Так, давайте посмотрим монеты, которые сейчас ходят. Давайте лучше сразу открою по объемам. Может здесь кроме биткоина, эфира что-то ходит, но нет. Особо ничего так не двигается. Никаких новых монеток я не вижу. Так, смотрим по скринеру. Какие у нас монеты в топе по волатильности за последний час. Quick. Quick было сильное падение, и мы остановились. Давайте я его себе добавлю. Так пишется. Да, так. Мгм. Ой, так, в принципе, интересная монетка. Но прямо сейчас пока там точно нету точки входа для меня. Смотрим AVVV. Еще было сильное движение. Вот сильное движение вниз и остановка сейчас идет на минутке. На часовике мы просто подошли к уровню поддержки и вкатали выстрел вверх. Тут, кстати, складывается такое впечатление, что мы... Так, тут я быстренько зайду в лонг. Зашел в лонг. Но я зашел на двойной объем, но в принципе стоп-лосс, скажем так, поставим обычный. $1.20 и take profit примерно такой же. Так, и быстренько сейчас я выставлю take profit и попытаюсь объяснить здесь логику, что я видел и почему я зашел в эту сделку. Так, 65.39. Примерно 0,5% от точки входа. У меня такое чувство, что здесь, ну ладно, 0,5% свои мы возьмем. Шестьдесят семь и восемь примерно. 67,8 вот тут. Все мы выставили. Тут, в принципе, можно даже немножко больше потянуть. Но пусть не будем наглеть 1 к 1. Как я говорил, возьмем. И все отлично. Так, смотрите, что я здесь увидел. Давайте вот лучше на 5 минутка. Правда, маленький график. Но, надеюсь, будет видно. Хотя примерно и на минутке тут похожая ситуация, просто чуть более увеличена вся ситуация, скажем так. Было... Не, лучше на 5 минутке, тут более наглядно.
Цена стояла в накоплении, скажем так. И, в принципе, здесь, как мы видим, большинство, скорее всего, заходили в шорт, потому что случился импульс на пробой вверх. Так что, в принципе, в этом накоплении, скорее всего, большинство трейдеров шортило. Мы увидели резкий выход вверх, после чего цена также вкаталась вниз. Э, Так как мы вкатались, и мы знаем, что большинство трейдеров э, с шортовым настроением, скажем так. Если мы увидели, что вот этот весь импульс никак не продолжится, его полностью вкатали, то есть первое впечатление, которое складывается, что у покупателей силы не так много. И вполне возможно, здесь или распил, или полноценное дальше движение. Мы собрали просто стопы, и дальнейшее движение вниз продолжится. Но так как мы не увидели вот здесь, мы в принципе вот уже на минутке, мы не увидели здесь резкого продолжения движения, цена наоборот остановилась, когда страх, кстати, был довольно на высоком уровне, так как цена просто валится, и нету никаких гарантий, что лонговать хорошее здесь место, потому что весь рост вкатали, может продолжиться движение вниз. Плюс также на минутке я увидел вот такие, скажем так, как небольшие нисходящие каналы. В этих каналах, как мне кажется, большинство, большинство заходили на продолжение движения вниз. Они думали, что, например, вот был какой-то отскок небольшой, и его практически полностью уже выпродали. Именно поэтому, как мне кажется, на вот этих всех, скажем так, нисходящих каналах заходило большинство на продолжение падения вниз. И поэтому здесь, если я не ошибаюсь, большинство трейдеров заходили в шорты. Мы зашли против них в лонг. Но большинство трейдеров заходят со стандартным каким-то стоп-лоссом в 1% примерно. Ну или ставят за перехай. А я увидел, что вот сейчас, там где цена, вот здесь на этом месте, за перехай всего 0,5% движения цены. Поэтому я зашел на больший объем, поставил чуть ближе стоп-лосс, и также поставил чуть ближе take profit. И у меня получалось стандартное соотношение 1 к 1, стандартный take profit и стоп-лосс в $1.20, но не нужно брать полноценное движение в 1%. Вот так вот. Поэтому я считаю, здесь в принципе хорошая ситуация. Тут в принципе я пойму, если будет какое-то еще нисходящее движение, те, кто сомневались, начнут заходить уже на пробой, вот скажем так, вот этого уровня, начнут вот здесь шортить. Но все же я думал, что скорее всего мы просто сделаем перехай вот тут. Поэтому я и заходил в моменте, я не ждал вот этого еще выхода вниз. Так как если будет реальное движение вниз, то там должно оно быть, по моему опыту, резкими движениями, без вот таких вот остановок, без откатов. Поэтому зашел я вот здесь в моменте. Остается только ждать результат вот этой сделки. Так, и еще так посматривать буду другие монеты, чтобы не пропустить, не просто смотреть, потому что цена может просто взять, пойти вправо и стоять на месте еще очень долго. Ну, а может, конечно же, минутной какой-то свечой выбить и в одну, и в другую сторону. Так, смотрим, что у нас. АРК в топе. Давайте добавлю монетку АРК, еще посмотрю. АРК. Стоп. Монетка растет сильно и сейчас остановилась на максимумах. Мы можем видеть, что был сквиз сильный вниз, но его выкупили. Так как этот сквиз выкупили, в принципе, вот здесь я понял бы, да, почему большинство заходило в лонг. Они подумали, что восходящее движение продолжится, но их здесь побрили на 1,5% движения вниз.
Дальше какая-то такая неопределенность, как по мне. Поэтому, наверное, эту монетку мы будем просто ждать. Тут у нас стоит на месте. Но, к сожалению, ближе к стоп-лоссу. Так, сейчас посмотрю еще минутку, не закроет ли. Просто хочу, если сделка закрывается, чтобы это попадало на видео и видеть плюс самому какой характер, скажем так, закрытия. Пойдет ли резкими движениями, либо же плавно. Но в любом случае здесь я уже точно не буду закрывать, точнее перезаходить. Так как вчерашние нарушения, которые были, ну, в видео перед этим, там все началось тупо с того, что я проигнорировал свое правило не заходить два раза в одну и ту же сделку, если она закрылась первый раз в убыток. Поэтому мы просто здесь наблюдаем. Так, все. Тут у нас минус. Но торговать я эту монетку точно не буду. Я, наверное, ее просто сейчас чуть перемещу. И просто потом посмотрю, выбило ли меня просто, скажем так, случайным сквизом, либо я же ошибся в анализе и пойдет полноценное движение вниз. Так, монетка Home. Home движется. Home, я, кажется, вчера торговал. Она довольно волатильная была, вижу. Движение вверх продолжилось. Сильный импульс на 30% 25% за минуту. Тут нужно быть максимально осторожным, торговать на объем поменьше. 25% просто. Ну да, тут 2% вот это какая-то маленькая, просто маленькие движения на месте. Настройки. Сейчас настрою здесь размеры ордеров. Так, все. Стандартно я захожу на $120. Пол объема 60 и 1/4 это 30. Если буду заходить здесь на меньший объем, то тут-то и нужно брать какие-то поменьше. Я хочу здесь взять, наверное, на пол объема со стопом в $2. Но как будто это даже мало. Будет ли продолжение движения вверх, я бы здесь смотрел точку входа в шорт, так как началось сильное движение. И как мне кажется, большинство тут попытается торгануть на продолжение движения. Не будут верить в то, что просто было движение и его полностью вкатает. Так что я бы здесь искал точку входа в шорт. 2% это прям вот здесь был бы у меня профит. Так что пока еще ситуация сохраняется. Сильно будет, да, если вот эту свечу сейчас выкупят. И примерно 2%. Кстати, это вот здесь 38,7. Посмотрим, будет ли движение в ту сторону. И какой характер движения. Либо же пойдет в шорт без меня. Так, тут у нас просто продолжается плавный рост, вообще без отката, без всего. Шортить тут также уже немножко страшновато. Хотя всех тех, кто шортил вот перед этим, еще не закрыло.
Как минимум 26. Если пробьет, то там уже какие-то стопы будут. Но тут несколько пунктов осталось, 0,35%, поэтому я бы не рисковал ради этого полноценной сделкой. Тут-то, да, к сожалению, без меня было движение вниз. На сколько? На 4%. Вот так вот. Как же сильно вкатывает весь вот этот рост. Тут уже закрадывается сомнение, шарлоновать или нет. Так как уже, в принципе, ситуация страшновата. Весь рост почти вкатали, но здесь можно еще какие-то зеркальные уровни посмотреть, что-то типа такого, чтобы заходить в лонги. Поэтому лонговать в моменте было страшно. Возможно, на этом кто-то и отторгует какое-то движение. Так. Еще есть какие монеты, которые я себе не добавил, но они ходят... О, монета Боб. Вообще идеальное поджатие, как будто. Тут должен быть распил. По-хорошему. На монетке Боб. Боб. Так, смотрим. На 5-минутке тут видно уровень. Цена постоянно поджимается к нему и поджимается. Такое чувство, что здесь может быть пробой, но характер поджатия мне не очень нравится. В том плане, что монета постоянно находится, скажем так, на максимуме. А не возле какой-то уровня поддержки, где люди бы продолжали заходить в лонг. Плюс очень сильно, скажем так, очень сильно двигается в процентном соотношении. То есть вот какой-то даже вот этот небольшой импульс уже 2%. Поэтому не знаю. Мне нравится вот этот график. Но, кстати, опять же, то, что я говорил в прошлом видео, если цена ходит быстро, нужно заходить именно в накоплениях, не ждать какие-то ложные движения, ложные выходы. И это принесло бы мне намного больше профита. Так, очередное подтверждение этой мысли. Хом попал и в топ э, по объему. Неоднозначная ситуация тут. Кажется, лонговать страшновато, так как она очень сильно вкатывает.
Шортить, в принципе, не так страшно, поэтому, возможно, здесь нужно заходить в лонг. Я поставил, и меня не заберет, да? Я забрал. Забрала. Хочу просто на быструю сделочку здесь сыграть. 3,267. Примерно минутка. Если меня сейчас сквизом не выбьет, я рассчитывал тут-то словить небольшой какой-то процентик движения вверх. 37, 100. Вот примерно вот сюда. Кстати, один к одному тут сохраняется. Да, вот один к одному сохраняется. Довольно неплохое место, как по мне. Тут примерно стандартная сделка в пол, скажем так, $1.20 против также со стопом в такой же $1.20. Это 1% от моего депозита. Логика заключалась в следующем, в том, что я говорил. Именно в моменте мне показалось, что здесь лонговать довольно страшно, так как может случиться откат в любую минуту. А, например, э, шорт можно было зайти с довольно небольшим стопом. И поэтому можно было заходить в шорты здесь довольно с отличным соотношением. И если по моему анализу большинство трейдеров шортили, я зашел в лонг с стейком в 1%. Так, посмотрим. К сожалению, не дошло немножко до моего профита, и, возможно, меня сейчас закроет. Хм. Нет, немножко не закрыло меня. Могло закрыть и по стопу. Все, take profit. Довольно, кстати, ну, ей нужно было здесь ожидать, что волатильность будет настолько большая, что в минуту может и к тейку, и к тейк-профиту, и стоп-лоссу, точнее, подойти. Но я такого не ожидал все равно. Хотя стоило бы. Так, посмотрим вот эту монету, которой я словил первый минус. Блин, тут неоднозначная ситуация. Казалось бы, мне вот этом накоплении большинство заходили в шорты, плюс начался какое-то падение, возможно, кто сомневался, также продолжали входить. Но и вот такого прям движения почти на процент, даже на процент, ну если от максимума мерить, я не ожидал. Хотя это было вероятно. Те, кто заходили в шорт, сомневаюсь, что они закрылись на движение, ну, вот примерно там от к средней точки входа там 0,7%. Крайне маловероятно. Скорее всего, они хотели ловить полноценный пробой уровней, и тут никто не закрывал свои позиции шортиста. В тейк-профит хоть в моменте у них и висел тейк. А стопы у них, скорее всего, стандартные за вот этот уровень. Какой-то максимум. Так что вот так. Посмотрю его еще, наверное, минут через 5, через 10. Пробьет ли вот это на то, что я сделал ставку. Да, торговать я здесь уже не буду, так как я словил минус. Тут-то случился сильный откат. Процент где-то, да? 90, 0,9%, так что, в принципе, да. Смотрим здесь. Тут был какой-то наклонный уровень, скажем так. Его пробили. И, возможно, сейчас начнут набирать лонги. Тут-то тут. Ха. Тут нужно ждать. Если вкатает, можно сыграть на каком-то наклонном уровне.
Если будет сильный импульс вверх, то, кстати, я не знаю, что делать. Нужно будет ждать, собирать больше информации, так как по мне, такой исход менее вероятен. Тут у нас Боб, монетка Боб, которая начала была пробивать. С этим очень похоже, с Квиком. Было тоже поджатие, и примерно в это время сделали откат. На процентиках тоже. В топе у нас монетка Сун появилась. Из интересных. Монетка Сун. А вместо какой ее открыть? Давайте вот вместо Боба открою. Боб тут слишком как-то долго ходит. Мне такое не нравится. Мне нравятся более волатильные. Ой, написал Боб. Сун. Опа. Тут мы видим резкое падение. Остановка. Остановка не прям возле уровня, а чуть выше. На глобально на часовике это было просто накопление, которое, скажем так, образовалось после сильного падения. Поэтому мы, в принципе, побрили всех шортистов, кто был в этом накоплении. И сейчас набираются, сидят только те, кто заходил там в лонгах, если такие были и не закрылись вот здесь. На это меньшинство. И те, которых будут прямо сейчас набирать. Так что тут нужно немножко подождать. Тут уверенность в том, что дальнейший рост будет, пропадает, как по мне. В принципе, вот здесь могли заходить уже в шорты, потому что когда цена росла, она достаточно быстро росла. Вот сейчас такой мини-тренд пробился, и цена остановилась. В принципе, уже уверенность в том, что будет дальнейший рост, пропадает. О том, что будет какой-то откат вниз, добавляется. Поэтому нужно посмотреть, возможно, здесь взять какую-то. Возьму здесь короткую сделочку в лонг. Также на процентик примерно хотел взять. Примерно вот тут. Даже можно чуть. Нет, я далеко как будто бы поставил тайк. Да? Ну да. Убери лимитку. Блин, а к сожалению, походу меня просто не закрыло. Или будет еще один импульс. Ну, тут, скорее всего, если меня сейчас не закроют, я... Все, я по рынку закрылся. Мне не очень понравилась ситуация. Показалось, что сейчас может и вкатать назад. Так как цена начала останавливаться, и весь какой-то быстрый рост притормозился. Возможно, дальше полетим, что скорее всего. Но на всякий случай, иногда такие сделки вкатываются, поэтому я просто закрылся по рынку. Так. Примерно, я думаю, центов 90 здесь взял. Ну или доллар какой-то. Вот, кстати, Home, вторая сделка. Доллар, да. Доллара плюс процент к балансу. Отлично. Ну и смотрите, начался небольшой какой-то уже откатик. Не зря закрыл. Смотрю, тут у нас, блин, ну вот такие накопления мне не особо нравятся, когда неопределенная ситуация, она начинает активно идти вверх.
Диа. Диа начала сильно падать. Давайте ее добавим себе. Диа. Так, сейчас она на минимумах. На часовике я уровней поддержки ярких каких-то не вижу. На 5-минутке тоже, так как сейчас цена тупо валится вниз. Мы можем опираться только на какие-то локальные остановки, свечи или круглые там цифры, от которых в теории могут быть небольшие откаты. Блин, я бы здесь хотел бы зайти, но тут прям очень маленький зазор. Ну, там 0,25, даже меньше, чем 0,25%. Это я должен захотеть, чтобы у меня стоп был в таком диапазоне, то на размерах позиций 4х от обычный. Ну, давайте попытаемся. Только я хочу зайти прям по хорошим. 4.10. По хорошим ценам. Все. 4.1 пробили, то на который я хотел сделать ставку на пробой 41 цента. И это случилось вот этим резким сквизом. Поэтому тут торговать я пока не буду. Тут у нас, кстати, продолжается какой-то плавный рост. Ладно, в моменте, кстати, сейчас уже не вижу ничего прям очень интересного. И, наверное, нужно сделать перерыв. В принципе, вроде там какой-то плюс доллар мы получили. Ну, да, почти доллар. Так что на этом эту торговую сессию закончу. Чуть позже еще сегодня сяду поторгую. Но это будет, думаю, через несколько часиков. Так что всем спасибо за просмотр.